Всем привет! Меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим об очень любопытном месте, которое называется Бейт-Шаарим. Этот парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Чем он так примечателен, вы узнаете из моего видео. В 1936 году местный житель Александр Зайд находит очень необычную пещеру. Находка настолько поразила его, что он пишет письмо своему давнему другу Ицхаку Бен-Цви, человеку, которому будет суждено стать вторым президентом Израиля. Друг Бен-Цви, привет! Вы с Майслером обязаны нас посетить. Причина? Мы обнаружили в пещерах, внутри, в глубине, древние еврейские и греческие надписи и семисвешник. Бен-Цви вместе с ведущим археологом того времени Биньямином Мазаром откликаются на призыв Зайда и, приехав на место, понимают, что речь идет о потрясающем открытии. Первое историческое упоминание о Бейт-Шаарим мы встречаем у Иосифа Флавия. Он описывает это поселение как центр владений иудейской царицы Береники. После иудейского восстания 66 года и восстания Бар-Кохва многие уцелевшие евреи бегут в район Галилеи, а спустя несколько лет сюда перебирается Синедрион, верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев в то время. Вместе с Синедрионом сюда прибывает и великий раби Иуда Анаси, человек, который канонизировал Мишну. И несмотря на то, что последние годы своей жизни раби Иуда проводит в Ципоре, он завещает похоронить себя именно в Бейт-Шаарим. Могила такого значимого человека для еврейской общины придает этому месту особый статус. После его смерти каждый еврей хочет быть похоронен в этом городе. Таким образом, рядом с небольшим городом живых начинает разрастаться город мертвых – некрополь Бейт-Шаарим. В некрополе множество пещер различных размеров. Вот некоторые из них. Пещера наездника – одна из самых больших пещер, в ней было найдено 380 могил. Названа она так по рисунку наездника на одной из ее стен. Пещера проклятий, в ней были найдены написанные на стенах проклятия на арамейском и греческом языках. Пещера-музей, пещера, которая сегодня используется как небольшой музей находок в Бейт-Шаарим. Изначально эта пещера использовалась как водохранилище, а потом была переоборудована под производство стекла. В центре музея, как наглядное свидетельство этому, лежит огромная 9-тонная глыба необработанного стекла. Мавзолей – одна из самых красивых погребальных пещер древнего города. Над пещерой возвышалась красивая верхняя часть мавзолея, а пол перед входом в него был украшен мозаикой. В мавзолее, без сомнения, был похоронен богатый человек. Но главной ценностью этой пещеры для археологов является надпись на древнегреческом языке, найденная здесь, которая подтверждает, что речь идет о древнем городе Бейт-Шаарим. Пещера саркофагов – это самая большая пещера с множеством комнат. Всего в ней нашли 135 саркофагов, 35 из них с различными узорами. Большинство саркофагов сделаны из известняка. В конце пещеры археологи обнаружили большую минору, выдолбленную в стене. Пещера Осиах, как и пещера музея, была водохранилищем, но гораздо более вместительным – больше 1000 кубометров воды. Во время британского мандата евреи прятали здесь оружие, тренировались в стрельбе. Следы от пуль до сих пор можно увидеть на стенах пещеры. Сегодня здесь есть возможность посмотреть коротенький фильм о миноре, главном еврейском символе. И самая важная пещера некрополя – это пещера раби Иуда Анаси. Хотя нет точной надписи, говорящей о том, что в этой пещере похоронен раби Иуда, но есть несколько фактов, дающих нам повод предположить, что раби похоронен именно здесь. Во-первых, это очень красивая пещера с 3 арками на входе. Во-вторых, внутри пещеры нацарапаны имена людей, имеющих отношение к раби. Это имена 2 его сыновей и его ученика, которые он упоминает в своем завещании. А в конце пещеры есть 2 могилы, которые относят к самому раби и его жене. Раби Иуда в своем завещании писал, чтобы его похоронили в земле, а не в гробу. Возле вершины холма, на которой сегодня находится статуя Александра Зайда, человека, случайным образом открывшего для нас этот некрополь, археологи обнаружили большое здание, построенное по типу базилики. Некоторые предполагают, что здесь и заседал Синедрион почти 2000 лет назад.
На северо-востоке парка находятся руины древней синагоги. Длина здания 35 метров, а ширина 15. Здание направлено в сторону Иерусалима. Кроме этого, был найден жилой квартал древнего Бейт-Шари. Археологи предполагают, что здесь находился дом самого раби Иуда. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. В описании видео я оставил свои контакты. Всем пока!